Сегодня у нас не один, а сразу два простых, вкусных и очень домашних рецепта из кабачков. Вы часто спрашиваете меня в комментариях, что приготовить из этих овощей, чтобы было и полезно, и сытно, и чтобы не стоять у плиты полдня. Сегодня покажу два варианта, которые готовятся быстро, подходят и на завтрак, и на перекус, и даже к ужину. Так что смотрите внимательно, чтобы ничего не пропустить, и, конечно, пишите свои советы в комментариях. Я всегда читаю ваши истории и благодарю за добрые слова. Кабачок натираю на мелкой терке, именно мелкой, потому что так он быстрее приготовится и равномерно распределится в тесте. Обратите внимание, что я его не отжимаю и не солю заранее, это важный момент. Так он сохранит свой сок, а значит блинчики получатся нежными и сочными. Сюда же сразу отправляю мелко нарезанную петрушку. Сейчас лето и петрушка особенно ароматная. Если нет петрушки, можно взять укроп, но аромат и вкус будут чуть другими. Дальше чеснок. Я беру 3-4 зубчика, выдавливаю через пресс и сразу в миску. Чеснок придает блюду особый вкус, и в сочетании с кабачками это просто находка. Список продуктов для этого рецепта, как всегда, оставлю в описании под видео, чтобы вы могли пересмотреть в любое время. Спасибо вам за теплые слова, за то, что делитесь впечатлениями и пишите, что готовите мои блюда для семьи. Это для меня очень приятно. Теперь беру морковь, сырую, уже натертую на мелкой терке. Чем мельче терка, тем быстрее морковь приготовится, и тесто будет более однородным. Добавляю ее к кабачкам, а затем разбиваю в миску 3 средних яйца. Перемешиваю вилкой до однородности. Здесь уже можно слегка подсолить, поперчить, а если хотите, добавить свои любимые специи. Например, паприку, куркуму или сушеный чеснок. Теперь про муку. Не спешите высыпать все сразу, как написано в рецепте. Кабачки бывают разной сочности, и если у вас они очень молодые, могут дать больше сока. Поэтому добавляю муку постепенно, ориентируясь на консистенцию. Тесто должно быть густым, но не сухим. Разогреваю сковороду, наливаю немного растительного масла. Огонь делаю средним, чтобы блинчики успели равномерно прожариться и не подгорели. Ложкой выкладываю тесто небольшими порциями и аккуратно распределяю, чтобы толщина была одинаковой. Обжариваю с двух сторон до золотистого цвета. Переворачиваю, когда одна сторона чуть схватится. Подаю такие блинчики горячими. Они хороши и со сметаной, и с крем-сыром, и даже с вареньем. Получится необычно сладковато-соленый перекус. А еще можно завернуть внутрь любую начинку. Например, творог с зеленью или тертый сыр. Вот такой универсальный и быстрый рецепт. А теперь переходим ко второму рецепту из кабачков. Он совсем другой по вкусу, но такой же простой и быстрый. Если у вас еще остались кабачки, этот рецепт точно для вас. Да и даже если нет, все равно советую хотя бы раз в сезон приготовить такое блюдо. Для этого рецепта подойдут любые кабачки. Молодые, перезревшие, цукини, все идет в дело. Я их промываю, удаляю все лишнее, загрязнения, хвостики, а если есть крупные семечки, и их тоже лучше вычистить. Дальше беру терку. Здесь лучше выбрать крупную, чтобы кабачок натерся быстрее. Натерла и сразу солю. Перемешиваю и отставляю минут на 10. Эта пауза нужна, чтобы кабачки пустили сок. Многие этот шаг пропускают, а зря. Удалив лишнюю влагу, мы улучшаем текстуру будущего рулета. Пока кабачки отдыхают, подготовлю плавленые сырки. Мне нравятся классические, без добавок, но вы можете взять с зеленью или грибами, получится интересный вкус. Можно уже и духовку включить. 180-190 градусов, режим вверх-вниз. Прошло 10 минут, кабачки пустили сок. Отжимаю их аккуратно, но тщательно. Перекладываю в чистую миску. Теперь добавляю яйца. Можно прямо в кабачки, а можно предварительно взбить вилкой, тогда масса получится более однородной. Еще кладу сюда прованские травы для аромата и немного свежемолотого черного перца. Любители остренького могут посыпать чуть-чуть паприки или даже каплю чили. Перемешиваю и уже видно, что масса держит форму. Теперь очередь сметаны 2-3 столовые ложки. Она сделает тесто более нежным и слегка кремовым на вкус. Потом мука. Добавляю частями, чтобы не переборщить. Как только масса стала густой, но не забитой, можно остановиться. Напомню, что полный список ингредиентов я, как всегда, оставляю в описании под этим видео, чтобы вы могли свериться. Достаю противень, кладу на него лист пергамента, у меня силиконовый, можно выкладывать сразу. Распределяю кабачковую массу тонким ровным слоем. Стараюсь, чтобы толщина была одинаковой по всей поверхности. Это важно, чтобы корж пропекся равномерно и не подгорел с краев. Отправляю в духовку на 20-25 минут. За это время как раз сделаем начинку. Беру свежие помидоры, нарезаю их мелким кубиком.
Кстати, напишите в комментариях, готовили ли вы когда-нибудь такой рулет и с какой начинкой. Интересно, у кого какие варианты получаются. Теперь плавленый сыр. Добавляю к нему ложку-2 майонеза. Можно заменить на густой йогурт или сметану. Если хотите облегченный вариант, сюда пару зубчиков чеснока, мелко нарезанную зелень, петрушку или укроп. Что любите. Все это перемешиваю до однородности. Масса должна быть мягкой и легко намазываться. Проверяю кабачковый корж. Он подрумянился, стал упругим. Вынимаю его и даю немного подстыть. Переворачиваю его на новый лист пергамента или на пищевую пленку. Снимаю бумагу для выпечки. Выкладываю начинку и аккуратно распределяю тонким слоем. Здесь удобнее всего работать силиконовой лопаткой. Она скользит и ничего не пристает. Затем поверх выкладываю нарезанные помидоры. Осталось только свернуть рулет. Делаю это постепенно, слегка прижимая, чтобы рулет получился плотным и держал форму. Теперь убираю его в холодильник на час. Получается нежно, ароматно, сытно. Начинки много, но она не вытекает. И главное, готовить просто, а результат радует всех. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые рецепты. Приятного аппетита!